Всех приветствую на канале Майер, где я показываю всякие лайфхаки, полезные советы. Сегодня, значит, дача, огород, садовые советы от Майер. В общем, все уже, наверное, отсадились картошку. С монтажом я запоздал. Вот. Садить я раньше не стал. Выждал, пока земля прогреется немножко. Ну, на следующий год, может, вы запомните, и вам пригодится что-то из моих советов. В общем, первое, значит, я считаю ошибкой, это садить в холодную землю. Только вспахали, и все давай на перегонки, значит, высаживать картошку. И я подхожу к этому делу. Ну, если лето будет теплое, солнечное, жаркое, то и вырастет картошка. И эти 5 дней ничего не решат. Так что я считаю эти гонки ни к чему. Кто быстрее посадит. И вроде лето короткое, все зависит от солнца. Будет солнечное лето или будет лето заливать дождями. Но это все зависит от Господа Бога, как говорится. Поэтому ничего не торопимся. Смотрим по погоде. И смотрим, главное, землю смотрим. И главное, когда пашем, проверить, чтобы тракторист хорошенько пропахал. Не на полштыка шел, а полностью плуг опустил в землю и спахал. То есть не бойтесь, значит, трактористу замечания сделать. Ничего такого в этом страшного нету. Пусть пашет как положено, вы деньги платите. И проборонить также. Пахота она нужна. То есть без пахоты это вообще тогда ничего у вас не вырастет. Землю надо перевернуть, чтобы плодородный слой это все размешался в земле. Земля должна как пух. Ну вот, значит, пропахал я, значит, землю. Свои 6 соток, хотя у меня там вдалеке еще соток 15-20. Ну, всю землю я не засаживаю. Просто излишки сейчас в России никуда не сдашь. И поэтому только для себя высаживаю, лишнего ничего не сажу. Раньше, да, все засаживалось в поле. Сейчас нет такого. В свое время даже неплохо издавали картошку. Был прием. Сейчас и прием, и вот эти все губернаторские рынки, все у них тут позакрывалось. Все делается к лучшему, как говорится. Ну давайте сначала посмотрим, что у нас здесь с землей. Значит, втыкаем градусник и замеряем. Так, не знаю, раньше агрономы это делали или не делали. Надо проверить землю. Я вот что заметил, с этой стороны у меня температура всегда меньше. Вот если брать южнее сторону огорода, там земля на градусов на 5 теплее. И там и урожайность лучше картошки. А все почему? А температура нам рассказывает, что у нас под землей. А под землей у нас, значит, здесь глина ближе подходит. То есть вот слой почвы, а под слоем почвы глина. Вот если глиняные пласты ближе подходят, то земля в этом месте холоднее и дольше отогревается. Ну вот сейчас видим, значит, на термометре 16,8 с этой стороны. Сейчас замерим землю с другой стороны. Вот сюда воткнем градусник. Ну вот вроде остановилось 16,2. Но будем думать, что 16,2. Еще раз перемерим тогда. Здесь 16,2. Ну 16 градусов. Но здесь попрохладнее, я говорю, потому что тут глина. Так вот. Значит, когда земля у нас прогрелась до нужной температуры, более 10 градусов, можно сажать картошку. Значит, выходим сажать. Посадка. Некоторые начинают мельчить. Ну куда ты ямку? Тут нету ямки. Мельчить, я считаю, это вредно. Надо. Вот сейчас вот идет посадка.
Давайте посмотрим. Вот расстояние, значит, у нас Так, так, в поле ходить. между лунками где-то метр в ширину. И также сантиметров 70-80 в ряду тоже между лунками. То есть отступаем. Это будет и проще потом окучивать. И картошке есть куда развиваться. Я просто заметил, что где-то квадратно-гнездовым в основном люди здесь в окрестностях садят 50 через 50 так, сантиметров где-то. То есть я считаю, надо отходить подальше. Урожай будет больше, чем вырастет потом горох. Так, и еще хочу сказать, что люди иногда переусердствуют, значит, с удобрениями минеральными. Ну, минеральные удобрения это у нас торф, навоз или чернозем. Я считаю, при посадке, значит, картофеля, ну, иногда можно подсыпать чернозем. Или там навоз, но обязательно тогда и песочка немножко добавлять, потому что будет жирная земля, кислая. В кислой земле больше развиваются вот эти организмы, и также с навозом завозятся с этих ферм разные личинки, жуков там и всего прочих. Поэтому сильно с этим переусердствовать не надо. Я так вообще считаю, земля не скуднее, тут сколько мы садим, и хотя навоз есть отличного хозяйства, но навозу не добавляем. Довольно-таки нормальная земля, консистенция такая. Выращивается где-то с одной картошки 10 картошек. Ну, это хороший, я считаю, урожай. 10 ведер посадил, 100 снял. 100 ведер посадил, 1000 снял. Это нормально. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что я знаю, люди каждый год завозят там КАМАЗами навоза, и толку никакой. Потом все зарастает. С этим навозом всякие идут сорняки, семечки вот эти, жуки, болезни. И у них потом эта картошка вся пострадала. А им кажется, опять снова они мало удобрили. И начинает опять с упорством еще больше удобрений завозить. Самое главное, я вам скажу, это солнце. Не надо удобрений, ничего. Вот как в Казахстане там. Все растет на песку, как там в Израиле. Тоже все в пустынях выращивается. Самое главное солнце. Будет солнце, не будет заливать, все будет расти. Все зависит от погоды. Так, и насчет ростков. Вот видите, сейчас перестарались. Никогда мы такие длинные ростки не выращиваем. Вот посмотрите, какой отросток. Успеешь ты. Видите, это большой отросток, потому что вся сила картофельная ушла в росток. Понимаете? И если сейчас дожди пойдут или еще что-то, росток дальше не будет развиваться, она просто загниет. Почему иногда в лунках бывает вот эта гнилая картошка? Поэтому чуть-чуть, вот такие вот видите, вот такие где-то сантиметр росточки и достаточно. Вот. Это будет достаточно для картофеля. Небольшие должны быть, не вот такие по полметра. Тут маленький росток, 2 садить. Попадая картошка в землю, у нее часть образуется в корневую систему, а часть идет как ростки наверх. Вот. В общем, ростки мы договорились, надо бы делать небольшие. Картошку среднюю садить. Мелкую посадите, мелкая вырастет. Крупную посадите, тоже никакого толку не будет. Больше гнили только останется. Потому что не успеет вся эта, все питательные элементы в корневую систему идти. И пол картошки просто останется там загнивать. Потому что среднего размера самая то картошка. Ну вот такие вот мысли озвучил.
Можем в комментариях это все дело обсудить. Так, ребята, вопрос, значит, к вам, зрители. На знание истории, значит, на знание своей страны. Все патриоты. Вот, значит, деревенские дома обычно оснащены продухами. Вот, видите, продухи. Они идут по периметру, спускаются там в подпол все эти продухи. Для чего они нужны? Как используют, значит, местные жители вот эти продухи осенью? Такой живой вопрос задал один человек в программе «Что, где, когда», и знатоки, значит, провалили этот вопрос. Ну, довольно-таки легкий вопрос. Сможете ли вы ответить, как используются осенью вот такие продухи? Они сейчас вот забиты сеткой, ну а там, видите, отверстие туда идет в подпол. И для чего, кстати, вот эти сетки ставятся на каждое окошко? Так, время пришло собирать урожай. Слышь, запотела камера, ничего не видать. По новой надо переснять. Вот такая ботва. Вот такая картошка. Видим, что она вся такая крупная, хорошая, средняя. Мелкой почти нету. Вот свежие, значит, выкапываем. Видите, ботва, вот. Вот говорят, где ботва, там и есть картошка. Ботва куда с добром? Хороший, здоровый. Вот видите, еле упрешь. Здоровые кустища ботвы. У соседей ботвы там и не видать вообще. Вот со всего огорода 3 кучки. Ну и урожай там такой же. 3 кучки. Здесь ботвы добро. О, смотрите, какой у нас гость тут. Гость. Вот это у нас кузнечик такой. Ух ты, здоровый кабан. Вот. Питается он травой. Даже тут вот я его поймал, а он все траву жрет. Завтракает он, в общем. Ну ладно, я не считаю, что вот это кузнечик обыкновенный. Никакая не саранча. Вреда от него большой, я думаю, не будет. Поэтому отпускаем. Пусть живет. Вот на таких кузнечиков можно и изя ловить. На крючок. И сегодня уже 5-го такого кузнечика встретил. Ну и в земле появились очень хорошие жирные такие черви. Червяк это... Вот смотрите, вот они. Вот такие червичи. Жирные. Раньше были тонкие, худые, белые какие-то. Больные. Сейчас такие жирные. Вон, сильные. Они рыхлят почву. Тем самым появляется отверстие и дождевые такие каналы. Занимается мелиорацией, так скажем. Я против червей ничего не имею против. Смотрим, вся ровненькая, не зараженная, ничего. Вот она. Ну давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По 15 с каждой ячейки. Это получается из 10 ведер 150 ведер. То есть это довольно-таки высокий урожай, я считаю. Единственное, мокрица затягивает, но против мокрицы как-нибудь отдельный сюжет сниму, как бороться с этим явлением. У меня есть мысли на этот счет, но все равно в этом году поменьше мокрицы. 2 раза окучивали, но все прет как на дрожжах. Что хорошее, как обычно, не растет, а растет вот всякая дрянь.
Вот еще у нас какое тут поле. Вот это все поле раньше засаживали. Сейчас просто косят, чтобы травы меньше сеялось. Вон там дальше у нас речка. Камеру надо побольше емкостью аккумуляторов, чтобы на речку сходить и заснять видео. С таким аккумулятором сейчас бесполезно идти на речку, показывать рыбалку. Это только хватает минут на 15-20 съемок. Ну а на реке за 20 минут, конечно, мало что покажешь.